Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, бавовна была, бавовна по всей территории путинского рейха. Надо сказать, что они всеми силами пытаются, знаете, безинцидентно провести парад победобесия. Пригласили на этот парад всяких диктаторов, всякое отребье со всего мира. Ну, Буркина-Фасо, говорят, приедет. Мадуро приехала, да. Ну и ему подобные личности. Да, так вот, не суть. А, Они хотят провести этот парад, но хотят провести его так, чтобы не было стыдно. И всем же рассказать можно было о величии русского оружия, которое убивает мирных украинцев. Как, кстати, сегодня очередной налет на Украину был этих путинских бандитов. По-моему, до сих пор дроны летают и по мирным домам бьют. Но мы к этому уже привыкли, мы знаем, что такое цену путерастам и их налетам. В отличие от наших, наши работают по военным целям. Это всегда надо подчеркивать. Да, друзья мои. Итак, ночная атака наших дронов. Надо сказать, что еще где-то часов в 11-12 ночи рашисты начали малевать стрелки и карты такие с направлением движения наших доблестных дронов. Они не знали, как их ловить и что. Но дело в том, что они очень большое количество ПВО забрали на Москву. Охранять тот самый парад, чтобы их вояки, эти вот хваленые с парада, просто не разбежались оттуда, как тараканы по щелям. Да. Ну и, соответственно, немножечко оголили другие места, куда тут же и полетели наши замечательные дроны. Итак, сегодня ночью был нанесен удар по нескольким крайне важным российско-фашистским целям. Первое – это завод производства оптоволокна в Саранске. Это Мордовия. Это хрен знает сколько, наверное, не знаю, 1000 километров от наших границ. Ну, далеко, короче. Но для наших дронов, вы же прекрасно видите, наши дроны залетают уже на Ямал, в Архангельскую область, поэтому какой-то там Саранск это вообще не расстояние. Не расстояние, туда долететь можно, и что и было сделано. Почему туда важно было долететь? Вот этот вот завод оптоволокна, это тот самый российско-фашистский завод, который дает возможность путинским бандитам применять дроны на оптиковолокне, то есть на шнурах. И надо сказать, что их невозможно сбить рэбом, их только надо сбивать физически, понимаете? То есть это большая проблема. Других предприятий подобного рода на путинском рейхе нет. И вот это важно сказать. То есть по нему сегодня был удар, там зафиксированы попадания. Я сейчас ссылочки все выложу в описании к данному ролику. Кому интересно, можете посмотреть, как это выглядело на самом деле. Ну, действительно, выглядело хорошо, качественно. По результатам этого всего дела такое впечатление, что завод будет остановлен, будут они как-то искать другие способы находить вот это оптоволокно. Но посмотрим. По крайней мере, сейчас удар нанесен хороший, и будем надеяться, что этот завод остановлен навсегда. Ну или на длительный срок. Второе, это там же рядом завод Саранск кабель. Это производство кабелей и узлов связи. Понятное дело, что тоже используется путинским рейхом. Абсолютно военная цель. Если вы думаете, что это все, то не фигулечки. Следующим был завод «Сплав» в Туле. Да, это предприятие, которое производит смерчи, грады, торнадо, всякие солнцепеки, то есть все виды РСЗО. Вот это очень важно, то, что его поразили. Замечательно. Вообще, я вам говорю, сейчас такой момент, когда путерасты позабирали ПВО отовсюду с тем, чтобы охранять вот этот долбанный свой парад. Кстати, пол Москвы могут разнести этими криворукими своими ПВО. И этот момент надо использовать, чтобы грохнуть те предприятия, военные, подчеркиваю, предприятия, то есть законную военную цель, которые находятся в других местах, в которых это самое ПВО сняли. Потому что из того, что я видел на вот этих многочисленных видео, которые оттуда приходят, ну, противодействие нашим дронам было, как обычно, автоматы, пулеметы. То есть стрелкотня. Да. Следующая цель – это аэродром Кубинка. Московский УЛУС. Это место базирования самолетов, так называемых русских витязей. Бандиты на самом деле самые обычные. МиГ-29, Су-27. Те самые, которые будут принимать участие на вот этом вот параде победобесия. В настоящий момент мне неизвестно, поражены ли вот эти самолеты, но
Что интересно, спутники американские зафиксировали обильные пожары в этой самой Кубинке. Это очень хорошо. Вот, кубинцы в восторге. Дальше. Атакован аэродром Шайковка. Ну, это нам хорошо знакомый аэродром. Это место базирования путинских бомбардировщиков. Бомбардировщик, хорошее слово. Бомбардировщиков Ту-22М3. Это те самые, которые плюются ракетами Х-22, Х-32. Вот, например, такой ракетой эти бандиты разбили дом в Днепре. Помните, это был, по-моему, 24-й год или 23-й, когда они подъезд целый сложили такой ракетой. 23-й все-таки, наверное, да. Целый подъезд сложили такой ракетой. Прямое попадание, здоровенная ракета. Сбивать ее на тот момент было нечем. Ну вот, собственно говоря, они тогда этот дом и сложили. Очень много было убитых, очень много жертв, по-моему, 46 человек. Все гражданские, ну, естественно. Вот. И этот аэродром тоже атакован. Скажем так, пока результаты неизвестны, что получилось, но крайне важно, что он атакован, что они себя там чувствуют несвободно. Я почему-то думаю, что сегодня опять полетят наши доблестные дроны и будут там искать, значит, себе новые цели. Точнее, они уже есть, эти новые цели. Вот. И это существенно уменьшит возможности путинского рейха. Тут еще один момент очень важный. Это момент самого парада. Дело в том, что вот задача Путина показать, что они, то есть Россия, выиграли Вторую мировую войну, чего не было, конечно же, это чушь собачья. Ничего они не выигрывали. Чтобы вы знали, да, кстати, по поводу Второй мировой войны, такое отвлечение. Чтобы вы знали, что русские в основном воевали за Гитлера. Вот если мы берем так вот по количеству, да, вы знаете, сколько вот выходцев из России, ну, русских, как их правильно назвать, выходцев из России воевало на той стороне? Это были миллионы. Это были миллионы. По разным оценкам, количество русских, воевавших за Гитлера, то есть там в разных частях, вот Waffen-СС, Хиви, просто вермахт, где угодно, да, было от 1 до 4 миллионов человек. Вот. А количество, чтобы ну, вы поняли меня, да? Количество украинцев, воевавших по другую сторону, от 50 до 100 тысяч оценивается. Это чтобы вы просто понимали, кто на какой стороне воевал. Вот. Я уже молчу за нападение на Польшу и так далее, и так далее. Вот, то есть, а сейчас он хочет, видите, это все сказать. Да, кстати, сколько было украинских фронтов? 4, а русских? 0? Ну да. Да. Вот и я же об этом. Да. Так вот, ну не суть. Значит, Путин хочет показать, что это, скажем так, победа. Это чуть ли не он сам победил. Я так понимаю, что Путин брал Берлин, это однозначно. Вот. Ну и судя там по составу гостей, которые принимают участие в этом священнодействии, значит, вместе с Путиным на Рейхстаге флаг устанавливал товарищ из Буркина-Фасо, которого сзади под зад подталкивал венесуэльский диктатор Мадуро.